Всем привет! Когда клубники дома очень много, а свободного времени катастрофически мало, на помощь приходит моя любимая клубничная галета. Давайте скорее ее приготовим. Для приготовления теста для галеты нам понадобится мука, соль, сливочное масло, жирность не менее 82%, обязательно холодная, можно даже замороженная, сахарная пудра, ледяная вода и желток. Берем какую-нибудь большую емкость, можно противень, можно вот такую форму или большую миску, чтобы удобно было растереть муку со сливочным маслом. Терка, мелкая вот такая, что это? Напишите мне в комментариях, как это называется. Замороженное масло, или с холодильника, важно, чтобы холодное. Растираем, окунаем в муку, вот так опускаем. И несколько движений по терке делаем. Должна получиться крошка из муки и масла. Действовать надо быстренько, чтобы масло сильно не нагревалось. Тогда у нас получится такой эффект быстрого слоеного теста. Или еще его называют рубленное тесто. Вот такая у меня получилась крошка. Сильно руками ее не греем. Добавляем соль и сахарную пудру, перемешиваем. Добавляем холодную воду и яйцо. Снова перемешиваем. Уже замешиваем тесто. Очень важно долго не месить тесто. Как только вся мука увлажнилась, все, этого нам достаточно. Собираю все с рук. Все нам пригодится. Вот то, что у нас должно получиться. Оборачиваю тесто пищевой пленкой и убираю в холодильник приблизительно на полчаса, можно даже на час, пока подготовлю творожную начинку. Для приготовления творожной начинки нам понадобится творог, жирность 5 или 9%, яйцо, сметана, жирность не менее 20%, сахар или сахарная пудра, кукурузный крахмал. Перетираем творог через мелкое сито. Обязательно сделайте это. Пробить блендером будет недостаточно. Блендер может нам только разжижить текстуру, а вот перетирание как раз то, что нужно. В перетертый творог добавляем кукурузный крахмал. Картофельный не подойдет. Лучше кукурузный использовать. И сахар или сахарную пудру. Сюда же жирная сметана 20 или 30% и яйцо. Перемешиваем до однородной консистенции. Можно добавить цедру цитрусовых, лимона или апельсина. Но в принципе у нас клубничная галета, поэтому клубника нам все перекроет своим ароматом. Я все-таки оставлю просто творожный вкус. Я промыла и просушила клубнику. Отрезаю от нее теперь эту зеленую часть. Она нам не нужна. И нарезаю вот такими пластинами. Нарезаем. Если клубника мелкая, то можно просто перерезать ее напополам или на 4 части. Друзья, рецепт вкуснейшего клубничника вы найдете на моем YouTube-канале. Кстати, он без глютена. Тесто для галеты отдохнуло в холодильнике. Теперь кладу его на пергамент и начинаю раскатывать максимально тонко. Приблизительно диаметр у меня получится около 35 сантиметров. Диаметр круга. Так. Толщина будет около 2-3 миллиметров. Можно крутить пергамент, это удобно. И раскатывать тесто. Подпылять мукой можно, чтобы оно не прилипало к скалке. Тесто раскатали, край можно подровнять ножом или вот такой вот специальной резалочкой, для того, чтобы он был красивый. Оп. Ух ты!
Можно будет потом малюсенькую галеточку сделать на пробу. Берем нашу творожную начинку, выкладываем на центр, разравниваем. Так. С краю оставляем около 5 сантиметров свободных. Теперь выкладываем клубнику от центра. Что-то у меня центр съехал. Вот, наверное, центрее. Выкладываем красиво клубнику по кругу. Заполняем все пустоты. Клубнику мы выложили. Она, конечно же, пустит сок. И для того, чтобы наша галета не промокла, соедините сахарную пудру с кукурузным крахмалом и присыпьте клубнику. Берем за край и собираем галету. Ой, осторожно, не спешите, чтобы ничего не поломать. Так, клубника тут у меня попалась в уголок. Всегда хочется клубники положить побольше, побольше. Раз уж нарезала все должно попасть в галету. Оп. Так, вот тут нужно защипить, чтобы ничего не вытекло. Есть. Теперь берем яйцо, кисточку и промазываем край галеты. Можно оставить просто промазанную яйцом, но я хочу сюда еще приклеить тонкие хлопья миндальные, слайсы. Так красивее, наряднее и, конечно, вкуснее. Миндаль обжарится и даст нам такую яркую ореховую нотку. Миндальные слайсы. Они хорошо как раз приклеятся к яйцу. В процессе выпекания обжарятся. Срезаем по краю лишний пергамент. Оп. Перекладываем галету аккуратненько на противень и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке приблизительно 30-35 минут. Наша клубничная галета готова. Обязательно дайте ей остыть и только после этого подавайте. И перед подачей присыпьте тонким слоем сахарной пудры. Вкуснейшая клубничная галета готова. Нежная творожная начинка, сочная клубника. Такая себе пицца. Я думаю, дети оценят. Клубничная пицца дома. Обязательно приготовьте. Комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Давайте готовить вместе.